Сегодня мы вам покажем красоту. Дом 150 квадратных метров на границе с Литвой. Перепиши ты. Замерз? Замерз, я, сука, говорить тяжело. Дикция пропала. Дом 150 квадратных метров, гостевой. Если вас все замучили в городе и вы решили уехать за город, вот это решение для вас. Сегодня он станет типовым домом от топовой архитектурной студии Зробим Архитект. Автор проекта Андрюсь. Рад тебя видеть. Так, это взаимно. Я хочу тебе помочь, чтобы ты рассказал в целом о проекте. Давай начнем с того, что это ваш типовой проект, который мне скинул Виталик, который я немножко изменил. Я, наверное, буду говорить, как я его изменил и какие концепции я туда закладывал. Как это ни странно, я, может быть, в какой-то степени вдохновлялся народной архитектурой, хотя это вообще не видно по объекту, да. И если вот посмотреть, как строились срубы в древности, да, то был одночастный, двухчастный и трехчастный сруб. И я думаю, о, прикольно, типа у трехчастного сруба идеальная планировка, потому что в центре печка, можно со всех сторон обойти, из него можно пойти, допустим, в спальные комнаты, а можно пойти, там, не знаю, в сени, допустим. Здесь примерно точно так же. То есть есть центральное помещение, общая зона. В центре, конечно же, печка. Вот как это и было в древности. Можно вокруг обойти. И, собственно, дальше нанизываются комнаты, как бы блоки. И вот мы стоим, условно говоря, под навесом. Это одна из частей этого трехчастного дома. И все эти части я отделил такими зазорами, да, то есть мы смотрим со стороны пирса, то мы видим такой дом-поезд, состоящий из таких вагонов. Собственно, каждый из них может быть как-то подсвечен, то есть эти стенки. Где-то у меня окна прям выходят на такую вот стену, формируя какой-то, казалось бы, немножко странный вид, но формируя такую витрину, да, за которой можем высаживать зелень, и, в общем, это формирует настроение. Давайте вкратце по конструктиву. Ну, понятно, что, да, ЛСТК, которая будет залита монолитом, ЛСТК по системе 3.0, другой мы не применяем, не признаем, и только вперед. Скоро будет 4.0, скоро 5.0. Сегодня про 3.0. Но надо подчеркнуть, что здесь применена система из черного металла, потому что именно в сочетании, я всегда говорю, когда ты умеешь комбинировать эти решения, когда умеешь принимать ЛСТК с любыми другими материалами, получается красивая архитектура. И здесь как раз-таки Андрюсь понимал эти решения, они вот вместе с Виталиком нашим проработали чернометаллические фермы, они разгружают эти большие пролеты и делают такую консоль архитектуру. Почему ЛСТК вообще здесь? Вот мне кажется, что каждый материал и каждая технология, она соответствует месту, задаче, наверное, менталитету, то есть разным факторам. И в разных условиях мы применяем разные технологии. Почему я применил ЛСТК здесь? Во-первых, сюда достаточно сложно было бы провести кирпичи или что-то такое, да, потому что логистика. Там, да, очень сложный подъездной путь. И, не знаю, залить здесь монолитное перекрытие у нас бы точно не получилось. Вот я почти уверен. Делать деревянный каркасник, но как бы такое себе занятие, то есть тут есть вот эти вот отдельные стенки, такие экстерьерные ширмы, и мы уже пытались их делать в деревянном каркасе, их всех ведет, и они вот такими волнами как бы смотрятся. Дерево, оно бы не было стабильным, потому что по факту стенка, она очень мощная, и ее наклон, ветер, короче, через время ее бы, наверное, диагональ, ее плоскость была бы нарушена. Поэтому что мы сделали? Мы делаем это все по нашей системе каркаса, все это зальется потом пенобетоном для жесткости, и будет такая большая стенка. То есть, и она как бы такая приглашает нас в сам дом. Мы находимся достаточно далеко от Минска, и проконтролировать весь процесс сложно, поэтому нужен был фабричный дом. Фабричный — это что, сруб, например? Ну, такое, как бы. Ну, хоть я тут и, хоть я в какой-то степени вдохновлялся срубами, да, но мне все-таки хотелось сделать себе современный дом. Я все-таки занимаюсь современной архитектурой. И вот здесь вот дом, в котором невозможно допустить ошибку. То есть есть конструктор, детали по-другому не сойдутся просто. Поэтому его точно построят правильно. Это для меня было важно. Здесь, понятно, по задумке здесь будет подсыпка сделана, уровень земли будет на подъеме. И вот тут, друзья, обратите внимание, что фундамент здесь обычный, свайный, но на свае уложен, соответственно, ростверк, туда заложен профнастил и сразу сделана стяжка. Это немножко напоминает то решение, которое мы называем парящая плита, которая у нас запатентована, когда мы сразу на профнастил делаем утеплитель,
И ставим каркас. И только после того, как закрываем теплый контур, внутри уже начинаем делать плиту. И получается такая парящая плита, которую можно строить круглый год. Здесь немножко ребята поступили по-другому, но мы когда проговорили про то, что можно сделать и иначе, они, скорее всего, где-то на будущих проектах такое решение тоже будут реализовывать. Оно удобное, потому что в случае с парящей плитой ты ставишь каркас в качестве опалубки для плиты самой бетонной, да, закладываешь утеплитель, заливаешь полностью эту бетонную плиту, у тебя по факту на утепленная парящая плита, оторванная от земли, с подветриваемым пространством, вентилируемым. И потом сверху на это ставится каркас, ставятся перегородки на стяжку и формируется пространство дома. Такое же решение мы делали в доме Карелия для Антона в совместном проекте со Стройхламом. Раньше мы об этом говорили. Если вдруг вы не знали об этом или не замечали это решение, обратитесь к нашим специалистам, они вам подробно расскажут. Меня очень подкупила комбинация ЛСТК и пенобетона. То есть, если нам удастся залить все это, у нас получится цельный такой бетонно-металлический дом. Вот, металлобетонный дом, скажем так, такой комбинированный. Сейчас. Нормально. Нам на отдельной съемке тепловую пушку надо носить сверху. Да. И это на самом деле огромное преимущество, потому что это дает капитальность какую-то. Это важно. Проекты должны быть ликвидными, и продать каркасник — это одна история, продать там бетонный и металлический дом — это совершенно другая история. Заходим в дом. Значит, гостевая зона, вернее, нет, давай так, не гостевая зона, это большой холл, большой зал, да, зал. Здесь, понятно, будет группа хранения. И вот эти части, если обратить внимание, стойки, да, сначала можно подумать, зачем они. Это, друзья, каминная группа. Здесь будет камин. Мы видим даже шахта, ее со стороны с дома видно. Шахта, она прям вверх пошла, да. Это все для камина. И идея его, что он будет с двух сторон просматриваем, и вот такая вот классная карта. При этом картина сама еще открывается от камина на озеро. Просто посмотрите, какая красота. Ну, это мечта. Это, знаешь, какой-то фильм какой-то смотришь, как будто. А еще вот такая погода сегодня. Во-первых, холодно, капздец, мы так приехали. Но еще такая дымка туманная, и смотрится очень красиво. Здесь еще обратите внимание, как камни лежат. Все это вот какой-то он такой футуристический, фантастический дом получился. Еще одно из главных преимуществ, мы, как ты сказал, пробовали абсолютно разные технологии, и я отдаю максимальное предпочтение простым. То есть вот условно есть каркас. Каркас ты обшиваешь условно XPS с одной стороны, гипсокартоном с другой стороны, прокладываешь внутри коммуникации, заливаешь бетоном. Как бы все. У тебя стена цельная, она состоит из условно одного материала. Ну, окей, из двух, но она как бы цельная, она не слоеная. Вот я очень боюсь слоеные стены. Ну, ты имеешь в виду каркасники традиционные, когда каркасники традиционные, когда у тебя есть пароизоляция, потом есть деревянный каркас, есть там утепление, есть гидроветрозащита, есть там обрешетка, контрабрешетка, фасад, а еще сетки всякие, чтобы там не завелись грызуны, туда не проникли там осы и так далее. В общем, возможности допустить ошибку в каркаснике очень много, здесь очень мало. Чем как бы технология проще, тем лучше, на мой взгляд. Вот тут она простая и эффективная. То есть вот для меня вот это было важно. Полностью весь каркас – это система оцинкованный стальной профиль системы 3.0. И вот эта черно-металлическая балка, которая, по сути дела, распределена только там, где есть большие панорамные окна. И есть задача вот сделать такую консоль. Обратите внимание, здесь 2 метра консоль, стенка. Из-за того, чтобы это у нас балка не торчит, она вот так вот обыграна, скошена. И боковая стенка, и верхняя, она вот в сочетании такое, как раскрывающие ставни смотрится. 100%, безусловно, залить это в бетоне было бы сложно в этом месте конкретно и точно очень дорого. Сделать это в деревянных конструкциях не каждый бы взялся, и, возможно, это все бы со временем вот так деформировалось. ЛСТК для вот таких форм как бы идеальный материал. Смотрится бомбически. Затраты небольшие для такой архитектуры. При этом это позволило поднять высоту самого холла на 60 сантиметров. Обратите внимание, что спальня сама, ну остальные группы, да, и навес сам, он ниже, а эта зона, она выше. И ты заходишь в такое пространство, и сразу, оп, объем. Опять же, это позволяет делать наша технология. То есть где-то тебя ниже сделать можно, где-то выше. Не нужно из этого менять там опалубочные щиты, менять там кладочный план, пересчитывать фундамент. У вас нагрузка везде, она практически одинаковая. Просто на 60 сантиметров в зале подняли потолок. Все. И смотрится он совсем по-другому. Кстати, есть еще одно преимущество. Так как это мой дом, скажем, не приоритетный, вот, у меня есть более приоритетные объекты, я не знаю, когда он построится. И, например, этот каркас я могу оставить на зиму и не бояться. То есть он весной будет так же блестеть, как он блестит сейчас на солнышке. Консервировать не надо, да? Да, это огромное преимущество, в том числе и в девелопменте. Никогда не знаешь, как что повернется. Как будто бы этот каркас
даже сам себя продает. То есть я захочу вдруг продать дом, на каком-то этапе человек придет, и ему уже понятно, где какая комната. То есть это не деревянный каркас, который стоит, это вот полноценный уже макет дома стоит. Уже красиво. Ну да, кстати. Да. Значит, это зона гостиная, холл такой, да, скажем так. Там следующее, это спальная зона, но ее подразумевает как детская. Здесь нужно обратить внимание, что также коридор. И ранее мы, когда разговаривали с Андрюсом, он сказал, что если вдруг есть желание сделать именно по-детски, то есть вот здесь можно спокойно ставить стенку, импост, и у тебя получается 2 детских комнаты. Все. То есть по факту есть 2 детских, спальня, мастер-спальня, да, для родительская зона и общая гостевая, холл такой. Все, 150 квадратных метров, дом для семьи из 4 человек, 2 детей, родители. Вот девелоперы, они, допустим, строят поселок, они могут построить один там шоурум, или там какое у них количество домов, каждого по шоуруму, остальные просто в каркасах поставить. И человек уже видит, он уже видит вид из окна, он уже понимает габариты комнат. Да, такой эскиз, да? Да, эскиз дома. Вот мы, когда, например, дом делаем в модели, мы видим примерно то же самое, такую сетку, да? Вот условно эта сетка, и она дает объем сразу всего поселка, допустим. Для девелоперов это идеальный инструмент. Он не стоит дорого, этот каркас, но он дает макет дома, если можно так выразиться, да, в полную величину. Да. Конечно же, в самом профиле везде мы можем увидеть отверстия. Они идут как под сети, под электрику, но если мы обратим внимание, также идут отверстия под проливку пенобетона. Все эти профили горизонтальные, перевернутые вверх тормашками, то есть обычная система это делается их вверх-вниз, это все вверх тормашками, чтобы при заливке пенобетона здесь не образовывались пустоты. А наверху это просто проливается уже, соответственно, там дополнительно. Ну, в общем, когда сертифицированные пенобетонщики работают с нашим материалом, вопросов не возникает. Просто нужно находить проверенные бригады, которые работают на установках, которые нами апробированы. У нас есть отдельные поставщики установок пенобетонных, и это цена рыночная, то есть мы на них не зарабатываем, мы не делаем на них наценку. Это просто пенобетонные установки, которые мы рекомендуем покупать для того, чтобы на них работать. Это раз. И во-вторых, сами бригады пенобетонщиков, потому что бывает на Авито находят каких-то бригад пенобетонщиков, которые как попало делают, потом говорят, что все это ерунда, невозможно залить, и сбегают. Или приходят наши ребята, которые сертифицированы нами и не один объект уже заливали, они спокойно эти вопросы решают. Просто поэтому обращайтесь к проверенным специалистам, которым мы рекомендуем прежде всего. Какие у тебя планы вообще? Когда планируешь закончить? Когда мы приедем к тебе играть в бильярд, пить кофе и кататься общаться? на лодке. Да, Это же лодочный дом. Я, кстати, хочу попробовать рыбалку. Тут очень рыбное озеро. У меня все родственники, они любят рыбалку, я никогда не пробовал. Вот вообще не ловил рыбу, только в детстве. Вот, может, любишь Если, рыбалку? видимо, начнется. Ну, ты знаешь, приурочусь. Последняя была неудачная рыбалка на Бали. Я больше кормил рыб, чем рыбачил, потому что волны очень большие. Это не моя история. Но когда на подводную охоту люблю, да. Но в целом... Тут волны небольшие, можно рыбачить. Подводной охотой вроде нельзя, потому что национальный парк. Но, в общем, когда я тебя приглашу на эту рыбалку, я думаю, что года через 2... Ну, пока не увидишь, что не спеша ты да, будешь заканчивать. Да, может быть, через 1,5. Конечно, можно было бы все сделать быстрее, но дом точно не приоритетный. Я думаю, мы в этом сезоне максимум можем его обшить XPS и оставить. И больше мы вообще ничего не сделаем. Вот, поэтому... Ну, я бы XPS делал в том случае, если бы ты тогда сразу будешь готов его хотя бы закрыть от ультрафиолета штукатурной сеткой. Ну, сеткой заштукатурить. Иначе XPS будет разлагаться и потом придет негодность. Ты прав. Если погода позволит, можно его перетянуть штукатуркой еще или клеем. Тогда это можно оставлять уже там, закрыть откосы и уже чтобы, если это будет, допустим, вот минеральный кирпич, который будет, ну, плитка, да, которая будет на фасадах, чтобы по весне, как только температура позволит, сразу ее наклеить. Если по цифрам, этот каркас был собран там за 1,5 недели, производится он буквально там за 2 дня. Это типовое решение. Мы в ближайшее время на сайте разместим этот проект с планировками, с общей визуализацией и с авторством от архитектурного бюро Зробер Архитектор. Поэтому этот проект вы можете купить. И что самое интересное, не переплачивать за само проектное решение. Он уже готов, он уже разработан, он уже существует в нашем каталоге. Нужно просто нажать кнопку и произвести этот каркас. Все. То есть чертежи на черный металл, чертежи полностью на ЛСТК, все в комплекте, берите, пользуйтесь, стройте коттеджные поселки, если у вас есть такие видовые шикарные характеристики, как на этом озере, вот как вот конкретно на этом объекте. Этот дом можно заполнять пенобетоном, его можно утеплять базальтовыми утеплителями, его можно утеплять там любыми другими там традиционными утеплителями. По фасаду его можно штукатурить, его можно закрыть деревянной доской, там планкеном, его можно обтянуть, допустим, ну, обклеить его клинкером, можно обложить кирпичом. На самом деле
ограничения здесь по архитектуре нету никакой. Вы можете просто придерживаться тому проекту, который был изначально разработан. Изначально он подразумевается, что будет закрыт, зашит весь клинкерным кирпичом. Кровля здесь это может быть мембрана ПВХ, либо наплавляемая кровля, то есть плоская кровля с уклонами. Также можно отдельно заказать, чтобы здесь сделать сразу разуклонку по кровле. То есть здесь она просто плоская и уклон будет формироваться за счет клиновидных пластин. Но уже в базе вы можете обратить наше внимание, что мы вам разработали здесь уклон кровли конвертиком, чтобы вы уже не тратились на клиновидные панели, а сразу сделали ЦСП и гидроизоляцию. Все максимально просто. Самое главное, что этот проект, как и вот в этом случае, он будет строиться около 2 лет, потому что он не является приоритетным для автора этого проекта, да, и строиться будет, так сказать, свободное от работы время. Таким же образом и вы можете сделать свою стройку, растянутый на этапы, то есть этот каркас может призимовать там 2-3 зимы, пройти там 4, если надо. У нас есть каркасы, которые 8 лет стоят, ему ничего. И потом потихонечку продолжать стройку. Но, понятно, строить, если вы запланировали делать это 8 лет, не нужно начинать. Лучше делать так, 2-3 года максимум. Если планируете бюджет, да, все. Вот он, по крайней мере, 2-3 сезона будет стоять, никаких проблем с ним не возникает. А если даже что-то в процессе, не знаю, что-то несли там, где-то там, не знаю, сосед там что-то пильнул там пилой, не знаю, что-то произошло, доп. Детали всегда можно у нас заказать. Если где-то что-то вы поцарапали, всегда можно обработать цинковым баллончиком, никаких проблем. Очень красиво. И такие 3 части, то есть навес, гараж, гостевая комната и детские спальни. Красота. В общем, если вам нравится этот проект, на нашем сайте, пожалуйста, покупайте, ставьте. Если у вас такие же красивые видовые места, либо не забывайте, что вы такой дом можете поставить на склоне, где-то на горе, там, где, возможно, земля для вас будет недорогой, потому что по другим технологиям строить сложно. Вот, пожалуйста, пример. Ведь здесь тоже проблема с подъездными участками. Я когда сюда поворачивал, я думал, я к какому-то там соседу на участок заезжаю. То есть фура, КАМАЗы, большая грузная техника сюда бы просто не проехала. Но вот еще один пример, как вот можно было это реализовать. Легкой вам стройки.